Всем привет! Мы продолжаем рассматривать свежие новинки от производителя Deep Models в масштабе 1 к 43. И сегодня я вам покажу еще одну сборную модель. Это установка компрессор ZIF-55. И данная масштабная копия предназначена под грузовые автомобили ZIL-130 и ZIL-157. Но я думаю, при желании и при небольшой доработке данную надстройку можно поставить и на другие шасси от автоистории, Start Skill Models или, возможно, приспособить ее для наборов AVD Models. Я также вам приготовил два шасси, одно от Deep Models, второе от автоистории, и как раз мы прикинем, как эта надстройка будет смотреться на других грузовиках. И у Deep были готовые модели ПКС, два ZIL-130, два ZIL-157, у меня в коллекции есть 130-й ZIL, и, по-моему, ту модель я вам еще не показывал, но в будущем, если у вас будет интерес, я сделаю на нее отдельный видеообзор. И эта модель появилась в продаже около месяца назад. Ее стоимость составила 2700 рублей. Именно за эту сумму я и приобрел сборную модель в свою коллекцию для ознакомления, чтобы показать ее вам. И, возможно, в будущем я соберу эту масштабную копию и установлю на какое-нибудь базовое шасси. И модель поставляется в воздушном полиэтиленовом мешочке. Она идет без какой-либо коробочки. И тут зависит от того, как упакуют масштабную копию, потому что детали очень хрупкие. И при небрежной транспортировке что-то может сломаться. Но, к счастью, магазин, в котором я покупал данный набор, очень все аккуратно упаковал. И ко мне модели пришли без каких-либо повреждений. И я уже распаковывал этот набор, проверял его на наличие всех деталей. И вроде бы все на месте. И неделю назад я вам показывал сборную модель Амура. И там, к сожалению, я после видеоролика не досчитался горловины топливного бака. И этой детали, скорее всего, не было изначально. Потом, возможно, напишу в магазин, попрошу выслать мне недостающую деталь, а возможно, ее изготовлю самостоятельно, потому что она не столь сложной формы, и в изготовлении не должно возникнуть каких-либо проблем. И тут детали поставляются в большом пакетике, они также разложены по маленьким пакетам. И некоторые детали я скомпоновал в отдельных мешочках, например, те детали, которые черного цвета, я поместил в отдельный мешочек. И тут брызговики на два типа грузовиков и крепление под задние фонари. Давайте я тоже вам покажу мельком эти детали. И смола тут хорошего качества. Она напоминает продукцию Spark Models, Neoscale Models. И в плане состава эти наборы намного лучше, чем продукция Model Pro и Ласточка. Там, конечно, качество материалов не идет ни в какое сравнение с этой продукцией. И как раз тут одни брызговички чуть длиннее, вторые чуть короче. Скорее всего, этот вариант на 157-й ZIL, этот на 130-й. Но, возможно, я опять все напутал. И пишите в комментариях, какие детали куда устанавливаются. Тут не идет инструкции в комплекте, но, я думаю, все можно поставить интуитивно. И, например, можно взять фотографии собранных моделей и посмотреть, куда на них что установлено. Тут получается 8 брызговиков в общей сложности. И также есть отверстие для установки кронштейнов из фототравления. Они П-образной формы. Когда я вам показывал Амур, то я сначала не мог понять, что это за детали, но мне потом в комментариях подсказали. И также кронштейны для установки фонарей. Одни прямоугольной формы, вторые круглой формы. Прямоугольные идут на 130, а круглые можно поставить как на 130, так и на 157 ZIL. А эти больше подходят под 130-ю модель поздних годов. По-моему, на 157-е никогда не ставили такие прямоугольные задние фонари. И также тут кронштейны на другую сторону, без крепления номерного знака. И также есть два элемента для установки на компрессор. Скорее всего, это короба под воздушные фильтры. И давайте посмотрим содержимое второго пакета. Тут более мелкие детали. Я их аккуратно высыплю на стол, чтобы они не потерялись. И тут, я так понимаю, глушитель, который тоже идет вместе с кронштейном. Также есть, скорее всего, часть глушителя
штаны, которые устанавливаются на блок. Также тут два типа отбойных молотков. Это микроскопические детальки, но выглядят они довольно симпатично. Их можно положить где-нибудь рядом. Также присутствует вентилятор охлаждения вместе с ремнем и шкивом. Его тоже нужно приклеивать к двигателю. Есть еще одна часть глушителя. Какие-то мелкие детали. Тоже сложно понять, что это за элемент. Напишите в комментариях, кто знает точнее. Еще одна деталь. Скорее всего, выпускная система. Такая вот мелкая деталь. Точно такая же, как я вам показывал чуть ранее. Скорее всего, различные датчики. Еще ремешок. Вот такая деталь. Куда она идет, я сходу не скажу. Нужно будет посмотреть фото настоящих компрессоров. Еще вот одни мелкие детальки. И, скорее всего, патрубки на систему охлаждения. Давайте посмотрим содержимое третьего пакета. Тут уже более крупные детали. Две боковые крышки. Вы можете сделать их как вклеенными, так и съемными. Тоже хорошее качество литья. Присутствуют ребра жесткости. И, скорее всего, если я буду собирать этот компрессор, я покрашу его в серый цвет, универсальный. Его можно будет ставить на разные шасси. И два радиатора охлаждения. На одном также отлит вентилятор, второй вентилятор я вам уже показывал. И давайте посмотрим на пакетик с деталями из фототравления. Тут различные поручни, крепления для брызговиков, также вот такие элементы, которые держат боковые створки, кронштейны для зеркал. Также есть винтики для закрепления данной надстройки на шасси. И есть еще шланги, скорее всего, для отбойных молотков. И есть замочек на ящик с инструментами. И давайте теперь посмотрим на саму надстройку. Тут две платформы, одна для 130-го, вторая для 157-го. Zilla, по-моему, вот как раз это для 157-й модели. И, к сожалению, эта платформа немножко искривлена. И такая же проблема наблюдалась на готовой модели. И уже говорил, мне пришлось отправить ее обратно. Возможно, не очень правильно сделана литьевая форма, возможно, деталь вынимают до того, как она полностью полимеризуется. И вторая надстройка не имеет такого дефекта. И как раз тут видны крепления под конкретное шасси. Присутствует бак, также ящик с правой стороны. И сюда устанавливается двигатель. Я уже его поставил на вторую надстройку. Как раз можно снять защитный кожух. И вот так выглядит двигатель. И на него вы устанавливаете навеску, окрашиваете все элементы и потом вклеиваете его в данную платформу. И сверху ставите защитный кожух. И тут детали вполне нормально подогнаны друг к другу. И особо их обрабатывать перед установкой я не вижу смысла, потому что, повторюсь, здесь очень хорошее качество литья. И давайте примерим, как эта надстройка будет смотреться, например, на шасси ГАЗ-5312. Это модель от Deep Models, я демонтировал у нее кузов. И примерно вот так будет выглядеть модель. Тут, получается, не сходятся крепления на раме грузовика и на надстройке, но эту деталь можно подточить
в нужных местах, и тогда она будет плотно сидеть на грузовике. И, возможно, я даже сделаю вот такую модель, потому что у Дипа пока что не вышло 53-го газона с компрессором, но они планировали сделать готовую модель, поэтому пока что подожду. Возможно, поставлю эту надстройку на другое шасси. Получается очень красивая масштабная копия, согласитесь. И если Deep выпустит готовый образец, я более чем уверен, он будет пользоваться большим спросом. Но, конечно, там будет совершенно другая цена. Этот газон в свое время я покупал, по-моему, за 3000 рублей или даже, возможно, чуть дешевле, а последние компрессоры у Дипа продавались за 12 тысяч и выше, возможно, даже 15 тысяч они стоили. И давайте примерим эту надстройку к модели от Автоистории. Это ZIL-130. И тоже получается вполне интересная масштабная копия. Можно сделать вот такую модель. Но этот ZIL у меня с кузовом, поэтому, скорее всего, на конкретно данную масштабную копию, данную надстройку я ставить не буду. И пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный набор для самостоятельной сборки, какие модели от Дипа есть в ваших коллекциях. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.